Всем привет! Вы на канале Заброшенная Прибалтика. И сегодня мы отправимся в путешествие по заброшенным деревням южной части Латвии. Приятного просмотра! Сегодня мы продолжаем исследовать заброшенные деревни, но на этот раз на юге Латвии. Табличка «Пасторат». Возможно, когда-то этот дом принадлежал церкви, и здесь жили священники и церковные служители, работники. Но сейчас дом стоит уже давно заброшенным, и даже входная дверь открыта нараспашку. Такие птицы интересные стоят тут в окне. Прихожая. Сразу чья-то кровать на входе была. Такая небольшая кухня. Много обуви. Несколько пар ботинок. Посуда. Немецкая, что ли? А, не, китайская. Китайская посуда. Это у нас... Не пойму, что за посуда. Литовская, возможно. Срока годности нету. В общем, это была кухня. Бритвы даже лежат. Печка. Печка, видно, разобранная. Сняли с нее металлическую плиту мародеры. Следующая комната. И вот это, видимо, была уже жилая комната. Кровать. Интересно, простыня даже с такими пятнами. Конечно, я не буду додумывать, что это кто-то больной здесь лежал или что это там кровь, но весьма странно. Такое вот, наверное, это трюмо. Как такая вот тумбочка, и на ней зеркало. Пульты от телевизоров. Несколько одеколонов. Харьков. Коробочка пустая. Но это, я так подозреваю, в этой коробочке когда-то была бритва. Харьков. Различные фильмы. Фильмы в основном криминальные. Детали от мобильных телефонов старых. Какие-то сказки, что ли? Зажигалки. Немецкий видео.
И еще различные фильмы. Тоже, опять же, криминальные. Нашел письмо в конверте. Посмотрим, какого оно года. Принято решение о том, что в 2016 году жителю этого дома присвоили пенсию 90 евро. Конечно, это совсем немного. Вот его рабочий стаж. Пенсия 90 евро. Еще одна бумага, датированная уже 2014 годом, о том, что вот этому человеку, который здесь жил, а звали его Вирбулис Лаймис, имя чисто латышское. И он, получается, 71 года рождения. 45 лет, получается, ему было на тот момент, когда он жил в этом доме, и ему присвоили статус малоимущего. А вот 2 годами позже причислили ему пенсию. Сложно, конечно, сказать, то ли он умер, может даже прямо здесь, может быть, он уехал, переехал куда-то к детям, к внукам, если они у него были. Но этот дом стоит заброшенным около 5 лет. В общем, тут все разбросано. В полу уже дыры, ходить довольно небезопасно. Лежит бутылка из-под пива 2014 года. Здесь тоже уже довольно пусто. Я так думаю, что этот человек, который здесь жил, Лаймис, он не был пастырем. И церковные работники здесь жили очень давно. А потом, вероятно, поселок уменьшался. Жителей становилось меньше. Церковь забросила этот дом. И сюда пришел вот этот бездомный человек, малоимущий, жить. Но это лишь мои догадки. В этих помещениях уже как-то много мусора совсем. Здесь уже много бутылок от пива валяется, пластмассовых. И снова разобранная плита. Я думаю, в таком доме раньше жило довольно много людей. Потому что много комнат и помещений. Еще одна разобранная печка. Стулья. Вот эти стулья здесь стоят, возможно, с тех времен, как раз когда здесь были церковные помещения. Проводили собрания церковных работников, возможно. И вот такая здесь красивая печка. Смотрите, какие красивые фигурки женщин на печке. Что ж, это все была лишь половина дома. А здесь вход во вторую часть. Вторая часть дома, она очень плохо сохранилась.
Здесь валяется много бутылок от алкоголя. В основном от пива. На одной из бутылок пива вот срок годности 2011 год. Водка, дело номер 07. Такую я тоже уже как-то встречал в заброшенных местах. Но, к сожалению, даты на ней нету. Сделал дело, гуляй смело. В общем, я так подозреваю, кто-то в 2011 или примерно в то время распивал здесь алкоголь в больших количествах. Возможно, это тоже здесь жили бездомные в этой части дома. Сейчас тут, конечно, все пришло в упадок. Чайник. О, прикольный рижский чайник. С отломанным носиком, правда. Еще одна бутылка 2011 года из-под пива. Календарь валяется за 2008 год. И музыкальные пластинки. Рижский завод. Мария Пахоменко. Жалко, что эти пластинки оставлены здесь умирать. Помимо всех этих бутылок от алкоголя, здесь еще был пожар. Не сильный, конечно, но здесь все обгорелое сверху. В продолжении дома тоже много бутылок. Здесь, в принципе, даже и нечего-то смотреть особо. В общем, что я думаю? То, что дом принадлежал церкви, потом был заброшен. Потом, условно, в 2010-2011 году здесь, в этой части дома, жили бездомные, пили алкоголь или просто приходили сюда тусоваться. А уже после этого году, условно, в 2014-м, во вторую часть дома, которая лучше сохранилась, заехал вот этот человек, Лаймис Звирблис. И там прожил или до 2016 года, или дольше. Опять же, ботинок здесь в избытке, сандали, ботинки. Откуда ботинки берутся в таком количестве в заброшенных местах? Еще один деревенский дом, и он горел. Все, что было из дерева, сгорело. Пожар был достаточно сильным. Вероятно, именно поэтому он и брошен. Часть дома совсем сгорела. Здесь ничего не сохранилось. Книжки лежат. Литература на латышском языке. Аугуст Дегловс. Книжка про Ригу. Утюг. Не самый старый, но довольно интересный. Удивительно, как это все здесь сохранилось при таком большом пожаре. Местами нету крыши.
А это был вход в дом. Спички довольно старые. А, нет, это не спички. Это у кого-то была такая коробочка для маленьких деталей самодельная. Весы. Даже, по-моему, в рабочем состоянии до сих пор. Инструкция по эксплуатации автомобиля ВАЗ. Видимо, у жителей этого дома был «Жигуль». И здесь книжка. Инструкция, как правильно на нем ездить, чинить. А вот здесь фотография, возможно, с жителями этого дома. Вот тут пара людей. Здесь видно, что у них свадьба. Здесь просто фотография в лесу или в саду. Возможно, как раз они жили в этом доме. Подкова висит над дверью. Подкова, насколько я знаю, это как такой символ удачи. Ее можно встретить во многих домах. А вот здесь была ванная. И она до сих пор на месте. Но помещение сильно пострадало. Комодик внутри пустой. Здесь капает вода с потолка. Неприятный запах стоит. Это была кухня. Плита, холодильник. Холодильник пустой. Но кое-какие припасы все же остались. Хрен 2014 года, кстати. Вот, сода. Такой вот то ли чайник, то ли кувшин. Я так подозреваю, он так безобразно поплавился во время пожара. Тут плита. Остались даже кастрюля. Еще один чайник. Вот здесь уже была гостиная. Был я в этом доме полгода назад, но тогда я по техническим причинам не сумел снять ролик для вас. И, конечно, за эти полгода дом очень сильно пришел в упадок. Газеты на стенах, что тоже можно часто встретить. Шахматы. Ящик с медикаментами, самыми различными. Таблетки, лекарства. Видимо, здесь жили пожилые люди.
футляр от чего-то. Тут, вероятно, когда-то лежало что-то ценное в книжке. Книжки слиплись, так просто даже взять их сложно. Так, уголовный закон. Эта книжка, не могу ее открыть, но она тоже что-то про законы здесь. Все в плесени. Так, список латвийских адвокатов. Тоже про адвокатов. Здесь уже какие-то письма лежат. Пожар был. Частично это все сгорело. Сейчас намокло. От того, что крыша течет. Что могу сказать, то что много книг, посвященных закону. Вот еще книжка «Латвийские административные законы». Лампа интересная, настольная. Такая вот комнатка. А вот и следующее помещение. К сожалению, здесь побывали мародеры, вандалы. Много интересного уже вынесли отсюда. Пожар действительно был сильным. Возможно, именно поэтому люди забросили этот домик. Вот, пожар был, возможно, как раз-таки 8 лет назад, если та банка с хреном 2014 года. Возможно, в то время люди и ушли отсюда. Надеюсь, что при пожаре никто не пострадал, здесь не умер. Это была гитара когда-то. Пластинки. Мелодия. Пакет с книгами. И книги тоже касательно законов. Криминальный процесс Латвийской СССР. Я думаю, здесь жили или какие-то полицейские, или судьи, или адвокаты. Потому что не просто так в доме будет лежать много книг про законы. И все вещи, они говорят о том, чем занимались бывшие хозяева. Опять же, еще лежат документы. Документы тоже с какими-то объяснениями. Кто-то судился, что-то составлял какие-то протоколы. Я думаю, определенно здесь жили представители власти. Тарелочки. Посмотрим. Тарелки простые, рижского производства. А вот это уже какой-то другой штампик. Напишите в комментарии, кто знает, что это за штампик. Я такой вижу впервые. А здесь вообще нету. И тут нету. Такие кружки. Но я думаю, это такая посуда уже относительно современная. Вот. Такой кувшин вот интересный здесь стоит. Собственно, как и в каждом доме, можно встретить различные бокалы, стаканчики. Такие вилочки маленькие, что ли, одноразовые.
шкаф. Шкаф с одеждой. Одежда тоже частично горелая. Что ж, очень неприятный запах здесь. Сложно здесь долго находиться. Такой вот заброшенный дом. С виду кажется, как будто бы совсем пустой. Но на самом деле внутри до сих пор остались многие интересные вещи. Вход в погреб. А погреб у нас-то не пустой. Правда, здесь в основном пустые ящики, шины и пустые банки. Возле дома еще несколько сараев. Сараи тоже порой вскрывают в себе много интересного. Кто-то приготовил дрова и так и не забрал. Здесь такой туалет сельский. Собаки здесь когда-то жили. Лопаты для сельских работ. А тут, похоже, кто-то спал. Да, это стоит кровать. И кто-то спал в сарае. Подушки вон лежат еще запасные. Наверху практически пусто.